Всем привет! Мы с вами сегодня отправляемся в Калининграде в одно интересное место. Там, среди старых улиц и теней прошлого, стоят две виллы, которые пережили войну, но не пережили человеческого равнодушия. А что с ними стало сейчас и почему они не обрели новую жизнь, мы с вами как раз таки и узнаем. Погнали! Итак, мы с вами уже были в больнице Аленберг, а теперь мы отправляемся на улицу Тельмана, где посмотрим на виллы, а точнее то, что от них осталось. Ну что ж, вперед! Так вот, перед нами эти самые виллы. Эти здания – немые свидетели истории, прошедшие через века, войну и смену эпох. Но, увы, они становятся символом не сохранения, а забвения. Когда-то этот район назывался Маронинхоф. В начале 20 века здесь строили особняки самые состоятельные жители Кёнигсберга. На площади Бисмарка возвели и эти две виллы. Дом номер 19 вошел в историю как вилла Кламт, то есть здесь жил некий Герман Кламт, владелец строительной компании H. Кламт и J, вместе со своей женой и сыном. Представьте ухоженный сквер, аккуратная брусчатка, элегантные ворота. Немецкие семьи въезжали во двор в конных экипажах, а позже на первых автомобилях. Эти дома были настоящими символами благополучия. Кстати, я же могу вам показать архивные фото. Давайте мы на них посмотрим. Вот и вот. Давайте продолжим. После 1945 года судьба вилл, конечно же, изменилась. Здесь разместился ансамбль песни и пляски Балтийского флота, а в 90-е годы помещения начали сдавать в аренду. Есть информация, не знаю, насколько она проверенная, то что будущий мэр Калининграда Александр Ярошук или Ярошук начинал карьеру в офисе как раз таки в одной из этих вилл. Но вскоре военные ушли, а дома остались у нас пустыми. С тех пор началось как раз таки то самое медленное разрушение. В 2011 году вилла номер 17 лишилась статуса памятника архитектуры. Решение подписал сам ВВ. Вилла номер 19 такой статус сохранила. Точнее, по-моему, она сохранила все-таки охранный статус. Но это не спасло ее от обрушения. В 2020 году часть фасада рухнула прямо на тротуар. Ну и суд обязал собственников, конечно же, законсервировать здание, но меры так и не были приняты. Сегодня внутри нет перекрытий и крыши. Все, что когда-то было роскошью, превратилось в опасные руины. С каждым днем особняки все больше напоминают декорации для фильма ужасов. И все эти моменты наводят какую-то небольшую грусть, наверное. Вообще-то, на самом деле, у этих вилл, возможно, даже остается шанс, потому что в 2022 году они перешли в собственность компании Калининградстрой, связанной с каким-то там депутатом Леонидом Кухаревым, вроде как. Ну и были озвучены некие планы реконструкции, превращения здания в жилые, апартаменты и так далее. Но, на мой взгляд, это бла-бла-бла и бла. Потому что на деле я считаю, что здесь ничего не происходит, никаких реконструкций и так далее, по одной простой причине. Это дорого и никому не нужно. Земля здесь, на улице Тельмана, достаточно дорогая. Поэтому полагаю, что сейчас просто подождут, пока все окончательно развалится и не будет уже вариаций для того, чтобы это все можно было реконструировать. И, соответственно, все остатки снесут и отгрохают какую-нибудь многоэтажечку или забабахают виллу для какого-нибудь бизнесмена. Вот, что-то такое. Но, к сожалению, так оно и есть. Это современные реалии. Эти виллы, на мой взгляд, это же не просто дома, то есть это живая память Кёнигсберга, это некий уголок старого города, который чудом уцелел во время войны. Вы только вдумайтесь, насколько это печально звучит, что то, что не разрушили когда-то бомбы и артиллерия, может исчезнуть из-за равнодушия и жажды выгоды. Это печально. Но перед тем, как мы с вами пойдем в этот дом, то я бы хотел вас попросить подписаться на канал. А также, если вы смотрите видео на YouTube, поставить колокольцы, чтобы быть в курсе уведомлений. Не забудь поставить лайк этому видео и написать комментарий, потому что все это, конечно же, важно для меня.
Если вы смотрите на другой площадке, то, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, а также напишите комментарий. Все комментарии я читаю и всем отвечаю. Ну и ваше мнение относительно того, что происходит в кадре, тоже всегда интересно. Ну что ж, все формальности соблюдены, поэтому погнали. Так, это у нас максимальная ширина. Поэтому будем смотреть. Я пока только привыкаю к этой камере, поэтому не удивляйтесь, что ракурсы немножечко плачевные. Так, мне приходится контролировать и камеру. Привет. И одновременно с тем смотреть, что у нас здесь происходит. Конструкция дома весьма шаткая. Лестница на крышу.
И может быть, когда мы смотрим на эти руины, стоит вспомнить простую истину. Наследие нельзя вернуть, если однажды позволить ему исчезнуть. И я полностью согласен с этой фразой. На этой ноте я предлагаю закончить нашу прогулку по виллам Тельмана и возвращаться домой. А с вас лайк и подписка. Ну, конечно же, комментарий. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.